Я приветствую вас, представители знака зодиака Телец. Таро прогноз на 10 дней, на декаду. Узнай будущее, к чему все идет. Давайте заглянем в будущее с 1 по 10 февраля. Что будет меняться с первых дней февраля? Давайте узнаем. И останемся, конечно, реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, что мы рассмотрим с вами альтернативные варианты развития событий и проведем приятное время. У нас сегодня две колоды. Колода Ленорман, на которой мы достанем 4 карты и позволим картам раскрыть последовательность событий или тех вопросов, которыми нам придется заниматься. И в самом начале месяца февраля, а точнее даже с последних дней января, Уран уже перешел в прямое движение. И он находится в вашем знаке зодиака. Это для всех нас означает, что мы можем узнать неожиданные новости, какую-то правду. Или сам период может напоминать метаморфозы. И 10 дней, безусловно, не такой большой срок. Но, пожалуй, именно в начале февраля мы можем прочувствовать, мы как на пороге перемен, потому что прошлое уже заканчивается, а будущее, оно еще словно не родилось или еще пока не отстроилось. Давайте узнаем, что это может означать для вашего знака зодиака или просто вот эти 10 дней. С чем они будут связаны? Чему вы будете больше приоритетного внимания уделять? Итак, ваше будущее с 1 по 10 февраля, тельцы. Что на повестке будет у вас? И на колоде Таро красивые образы, которые прорисовал Чиро Маркетти. Давайте узнаем. Первая карта неожиданности. И пусть это будут сюрпризы. Приятные сюрпризы. Вторая карта мы назовем «В чем ваша фортуна?» или «В чем вам повезет?» или «Что исполняется в эти 10 дней?» Раскроем по основным сферам жизни. Энергия ваших достижений или дела, работа, бизнес. У кого-то учеба, у кого-то документы, у каждого свое. Энергия денег и энергия любви и личной жизни в эти 10 дней с 1 по 10 февраля. И достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Давайте узнавать, что же за будущее. Ух ты! Ну, может быть, у кого-то предложение руки и сердца. И вы сами можете, мои дорогие мужчины, кому-то делать предложение. Мои дорогие девочки, девушки, женщины, вы можете получить такое предложение. Или в целом карта кольца «Прочный союз». И для людей семейных это прочный ваш союз. Для тех, кто уже в сложившихся парах, это тоже ваши прочные отношения. Ну, может быть, и какие-то согласования, когда вы смотрите в одном направлении, вы что-то уже планируете. И тогда вот слаженность или когда взаимопонимание будет царить, или когда вы убедитесь в своем партнере, ведь правда, рядом со мной надежный человек. Для тех, кто один или одна, задуматься о таких партнерских отношениях. И поверьте, мои дорогие тельцы, ну, для вас судьба приготовит немало приятных моментов, когда вы можете познакомиться. Понятно, что мы должны, доверяй, но проверяй, новым людям, да, когда они входят в нашу жизнь, где-то себе не навредить. Но тем не менее, чтобы рядом с вами был тот человек, которому вы можете положить голову на плечо в минуты сложные. И с другой стороны, это тот человек, который с вами может разделить искренне радость от ваших побед. Вот радость не все умеют разделять, но одним словом, прочный союз, прочные отношения. Давайте мы посмотрим. У кого-то просто, может быть, с семьей, родственниками, какие-то вопросы договоренности. Но тут я вижу какую-то более длительную историю. Звезды, с одной стороны, всегда говорят, сияй как звезда, рост вашей популярности, рост ваших возможностей. Всегда по аркану звезда– это длительный период лет на 10-20, и поэтому для кого-то вот эти самые отношения на долгий период. Какие-то контакты. Я допускаю, у кого-то и по работе могут быть партнерские отношения. Или вы, допустим, меняете работу, и тогда, скорее всего, это какая-то перспектива для вас будет на работе. Это то, чем вы будете заниматься длительный период времени.
Есть еще по аркану звезда и новые какие-то начинания. И здесь у вас будет проигрываться со знаком плюс, как приносит вам популярность, активность, ну где-то и деньги, понятно. Работа может быть посредством интернета или какие-то новые технологии, цифровые технологии, освоение таковых или искусственный интеллект, потому что звезда – это пространство, эфир, вселенная, ну и часто проигрывается интернет тоже. Нет ничего невозможного, главное поставить перед собой цель и быть готовым корректировать мелкие планы, чтобы чего-то не упустить. Но, повторяюсь, это для вас пространство открывает, как фортуна открывает перед вами врата. Вот что-то такое более грандиозное, хоть и период наш не такой большой. И вам это все по судьбе. Для кого-то союз по судьбе, для кого-то работа по судьбе. Так тоже бывает. То, чем вы занимаетесь или чем вы планируете заниматься. Или, мои дорогие тельцы, среди вас много людей творческих. Ваше творчество вам по судьбе. Может быть, вы только обдумываете, может быть, вы мешкаете, раздумываете или как-то топчетесь на месте. Получится, не получится? Получится. Ваша где-то настойчивость, она позволяет вам взять очень такие предельные высоты. Почему? Потому что то, что мы не можем взять реваншем, мы можем высидеть буквально как яйцо. То есть от вашего терпения, от вашей где-то бдительности, внимания к деталям, у вас тоже получится осуществить даже какой-то сложный проект, который умещается в более длительные рамки, имеется в виду по расстоянию, по времени. У кого-то это могут быть судьбоносные встречи в этот период, я этого тоже не отрицаю. Человек может быть по судьбе. И это не обязательно, что мы сразу идем под венец, вовсе нет. Но это вы полезны этому человеку или какое-то добрососедское партнерство, основанное на взаимопонимании и доверии. И это будет карта говорить о том, что, возможно, партнерские отношения или с человеком по судьбе, даже если вас сводят, ну, как высшие силы, значит, вы друг другу полезны. Какая-то дружба может быть тоже полезна и продолжена. Вот такие какие-то события могут к вам приходить, но и у вас два серьезных аркана. Тут может быть смена обстановки, обстоятельств, изменения в событиях, которые вас окружают, или там, где вы находитесь, для вас открывает тоже новые перспективы. И не всегда нам эти перспективы приходят в том контексте, как мы этого ожидали, поэтому держите руку на пульсе. Судьба действительно для вас открывает врата, и одновременно там же где-то и фортуна. Давайте откроем еще одну карту, и это будет через общение. Здесь может быть приятное само по себе общение или где-то по аркану букет. Вы не должны упустить удачного момента, мои дорогие тельцы. Букет все же склонен к увяданию. Поэтому в плане вашей работы или ваших творческих планов, ваших деловых достижений, чистолюбивых каких-то амбиций, здесь тоже может сложиться удачный момент. Это может касаться чего угодно. Документы, работа, построение карьеры. И для вас вполне неожиданно может прийти какая-то возможность. И задача не упустить время или продолжить какие-то контакты. Какой-то нужный человек вам может встретиться в эти 10 дней, мои дорогие тельцы. Давайте узнаем, что же в неожиданностях. Много работы, тем не менее. Неожиданностей как таковых нет. В эти 10 дней нам говорят единственный вариант. Может быть, и придется выдерживать какое-то напряжение или в зависимости от того, что вы себе поставили в план, какую-то многозадачность. И тем не менее, успевая отдыхать, чтобы правильно подмечать вот эти самые возможности. Уставшие люди делают ошибки. Может быть, и вы будете, кстати, по десятке жезлов кто-то. Закрывать кредиты. Все же жезлы, дела, работа, бизнес, в основном деньги. Или решать какие-то финансовые вопросы. Кому-то может понадобиться работать много, потому что нужно как раз и решить какую-то злободневную финансовую тему. Закрыть опять же ее. Наконец, сбросить вот этот груз забот или каких-то обязательств. Но успевайте отдыхать. Нет здесь неожиданностей. Ну, извне, если мы говорим. Но может быть неожиданность, когда вы что-то прошляпите, мои дорогие тельцы. Именно из-за своей усталости. Вот обратите на это внимание. В чем же ваша фортуна? Или что вы сумеете завершить? Вот еще одна карта, которая дополняет аркан крест. То, что вам
буквально как в книге судьбы прописано. Здесь все сойдет своим чередом. Не оглядывайся назад, нам говорит эта карта, и встречай все новое, что приходит на твой порог. Здесь будет точно взаимосвязь с внешними событиями, может быть, событиями непреодолимой силы, но они каким-то образом, они для вас играют очень важную роль. Они для вас словно расчищают какое-то пространство для вашего возрождения. И это старший аркан, и значит, не просто в разрезе 10 дней будут складываться те или иные возможности для вас, которые вы должны увидеть, а скорее всего это будет продолжено. Всегда старший аркан говорит о более длительном периоде, где-то в периоде февраля. Возможно, в течение февраля вы сумеете подписать важные документы, или кто-то из вас оформить или прояснить какой-то вопрос. Но тут вам сама судьба, фортуна помогает. 20-й старший аркан, как я сказала, возрождение и еще освобождение от боли, освобождение от страданий. Постепенно заканчивается какая-то чехарда или то, что складывало для вас какой-то период невозможностей, или то, что вам все время мешало. Здесь сама Вселенная, наверное, потому что у вас аркан звезды, пытается расчистить для вас какой-то последующий путь. Но предварительно, может быть, как раз февраль с этим совпадет, вы подводите и еще и итоги. Поэтому итоги подводим и не пытаемся искусственно что-то притянуть из прошлого. Это как будто не имеет значения. Ваша сила, ваша фортуна – увидеть новые возможности, создать для себя более широкий горизонт. И по любым сферам жизни здесь можно это приложить. Дела, работа, бизнеса, или мы говорим, сфера ваших достижений идет в гору, правда. Туз кубков. Может быть, это для кого-то, если мы про документы, важное оформление по части личной жизни. Все же аркан кольца у вас выпадает. Для кого-то из вас это, правда, какие-то приятные моменты по вашей работе. Может быть, какие-то предложения. Может быть, и еще что-то перспективное. То, что на первый взгляд только начинается, и вот в эти 10 дней непонятно. Обратите внимание, глаз или лучезарная дельта изображена в этой колоде над кубком. То есть вас что-то радует, но карта Чиро Маркетти прорисовал именно так, что ты должен, телец, видеть словно в 3D-измерении. Здесь ты находишься на пороге перемен, но тебе нужно учитывать что-то из прошлого еще в эти 10 дней, контролировать момент текущий и видеть уже свою перспективу. И здесь неважно, тут именно от вас что-то будет зависеть, неважно, какая фаза Луны. У тебя на пороге изобилие, процветание, благополучие. Рыбы – это денежное довольствие. Для кого-то рыбы – это путешествия, переезды. И вот если мы в целом подведем итог, дела, работа, бизнес или сфера ваших достижений. Здесь, правда, как-то вы будете видеть свои перспективы более конкретно. Но и есть то, что вас будет радовать. Благополучный период – это правда. В деньгах рыцарь жезлов навсегда говорит: будь готов к неожиданностям. Может быть, для кого-то из вас продумать свою финансовую стратегию, чтобы нивелировать эти самые неожиданности. Рассматривать, откуда к вам приходят деньги, допустим, не с одного источника, а рассмотреть несколько вариантов дохода. Потому что жизнь будет меняться, будут и еще какие-то перемены продолжаться. И поэтому нам говорят: будь готов к неожиданностям. И какой-то прежний опыт вам должен буквально помочь не повторить какую-то ошибку или для себя проанализировать что-то. И если прежде были какие-то заминки в плане финансов, проанализировать, подвести итоги, почему это случилось. Это будет для вас важно, потому что в последующем всегда рыцарь жезлов говорит о неожиданностях. И еще эта карта говорит о скорости. Поэтому неожиданности могут приходить в нашу жизнь достаточно быстро. Вас ничто не должно застать врасплох. Основной смысл карты. И вам это выпадает на деньги. Поэтому прошлый какой-то вам опыт был дан для того, чтобы вы сделали правильные выводы. Или отстроили, опять же, свою новую стратегию финансового благополучия. И где-то вот как эта лучезарная дельта. У тебя сейчас в 10 дней есть возможность, может быть, начать
или монетизировать какое-то ваше творчество, ремесло, или приступить к осуществлению какого-то проекта, сделать хотя бы первые шаги, или оформить какие-то важные документы, или для себя, может быть, начать изучать что-то новое. Но это всегда движение вперед, потому что в будущем в плане финансов будут какие-то перемены. Будьте к этому готовы. Может быть, вам еще где-то придется оформлять документы. Здесь могут приходить по части финансов ну, как какие-то неожиданные события. Все же рыцарь жезлов об этом тоже говорит. И мы это не сможем отложить на потом. Нам придется быстро взаимодействовать. Будьте внимательны. Личная жизнь. Опять же, работай, у тебя все получится. Ну, несмотря на то, что это одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, для вас, мои дорогие тельцы, эта карта будет говорить еще и о том, что над отношениями нужно работать. Это правда. Люди семейные со мной согласятся, потому что, ну, семья, да, вроде бы мы единое целое, а все же два разных человека решают жить вместе. И это не значит, что один должен подавлять другого. Это вот на взаимопонимании все строится. И если мы готовы понимать именно друг друга, а иными словами, работать над отношениями, тогда у нас будет все продолжено в наилучшем варианте. Поэтому и карта говорит: продолжай. Либо ты победишь, либо у тебя не хватит терпения. Для кого-то работа на дому. Карта будет напрямую говорить: работа в интернет или посредством новых технологий, или рассмотрите варианты работы из любой точки мира. Все же у вас звезды выпадают. Здесь у вас, понимаете, ваша фортуна в том, что завершается какой-то важный принцип, как вы действовали прежде. Это может касаться работы и денег. И для вас новые варианты важно будет рассмотреть, мои дорогие тельцы. Когда вам как раз, может быть, как работа из любой точки мира, откроют такие невероятные перспективы. Где-то, может быть, и придется провести какую-то ревизию по финансам или перестроиться в плане взаиморасчетов. Вот я такое могу допустить. Как раз мы об этом только что с вами говорили. Но это будет сделать совершенно необходимо, потому что финансовое благополучие будет способствовать укреплению отношений в вашей паре. Так вот тоже, давайте откроем карту совет. Королева жезлов – это та, которая умеет хранить молчание. Это та, которая о себе много не рассказывает. Она где-то сама у себя на уме или назовите на своей волне. Это карта притягательного человека, с которым хочется дружить, познакомиться поближе. Вы можете встретиться с таким человеком. Вполне вероятно. Это может быть такой, как лидерство какое-то или человек, который в несколько иных, чем вы, находится энергиях, и он как раз будет за счет этого вас притягивать. Но пока рано делать выводы, потому что королева жезлов, или, может быть, вас судьба сводит опять же с этим человеком, она умеет хранить тайны, причем и свои, и чужие. Может быть, есть контакт с подобным лицом, и тогда вам всей правды не расскажут. И вы тоже не будьте открытой книгой для окружающих. Оставляйте какой-то момент или пункт, или вообще важные какие-то ваши вехи, которые вы собираетесь осуществить. Здесь буквально молчание, не рассказ какой-то о себе, не, может быть, не делиться даже своими идеями, мои дорогие, чтобы их никто не украл. Потому что здесь может быть такой момент, когда могут использовать вашу информацию. Вы с кем-то можете поделиться, и вы не узнаете, как человек к этому относится. Человек будет молчать. И вы узнаете через какое-то количество времени. Но карта в целом еще символизирует о человеке, которого жизнь ставила многократно на колени. И вот таким где-то улыбчивым, очень контактным, но немногословным человеком его сделала жизнь. И карту как совет можем рассматривать в том контексте, это вам предлагают примерить такие энергии. Быть в этом молчании, но продолжать какие-то контакты, не раскрывать своих планов, идей, не бежать где-то впереди паровоза, чтобы не повторить какую-то ошибку и быть наблюдательным. Вот наблюдение вам буквально помогает. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.